Переходим к тестам на примере фильмов и игр. Сейчас вы можете увидеть, как выглядит интерфейс консоли Xbox One S и Microsoft Store. Картинка четкая, весь текст читаем с любого расстояния. Можно спокойно пользоваться браузером и путешествовать по всемирной паутине. Клавомышка без проблем подключается через провод или можно использовать беспроводные варианты. Начнем с файтинга Virtua Fighter 5 для консоли Xbox 360, который я запустил на Xbox One S благодаря программе обратной совместимости. Эту легендарную игру от Sega, пришедшую с игровых автоматов, уже не раз показывал на своем канале. Боевая система здесь продвинутая и достаточно непростая для освоения. Придется потратить не одну неделю, чтобы освоить удары и связки хотя бы для одного бойца. Графика до сих пор выглядит достаточно хорошо. Персонажи отлично анимированы и проработаны. Арены красивые и яркие. Снег и песок деформируются по физике. Игра работает на 60 кадрах в секунду. Картинка плавная и детализированная. Играть на большом экране одно удовольствие. Игровой режим с низкой задержкой порядка 25-27 миллисекунд позволяет рекомендовать проектор Changhong C300 для видеоигр. Далее идет переиздание 8-битной классики от Capcom, версия утиных историй для Xbox 360. Полностью перенесенная игра с приставок 80-х годов с применением отлично анимированных спрайтов и трехмерных объектов. Игра идет очень плавно, картинка выглядит как диснеевский мультфильм. Отличная детализация и яркие цвета. Проектор передает все это очень хорошо. Скроллинг плавный, задержка в игре совсем не ощущается. Ремейк второй части Halo в составе сборника Halo Master Chief Collection. Игра идет в разрешении Full HD на 60 кадрах в секунду. Картинка плавная, задержки не ощущается. Выглядит и играется все это на большом экране просто шикарно. В комплекте с объемным звуком и проработанной звуковой дорожкой мы ощущаем себя прямо посреди битвы. Вокруг звучат выстрелы, взрываются гранаты, инопланетяне сменяются волна за волной. Вражеский десант сбрасывает парочку боссов прямо на голову землянам. Серия Halo представляет собой состязательный консольный шутер с возможностью кооперативного прохождения сюжетной кампании. Отличный баланс мультиплеера и умный искусственный интеллект врагов вместе с хорошей рекламной кампанией принесли этой игре мировую известность. Также в серии есть топ-даун шутеры и пара стратегий в реальном времени. Все игры серии объединяют один общий глобальный сюжет о противостоянии землян, Ковенанта и Потока. Снова возвращаемся к Burnout Paradise Remastered, портированный с поколения Xbox 360 и PS3. Игра работает в нативном Full HD на 60 кадрах в секунду. Только теперь прокатимся по райскому городу на мотоцикле. Скорости огромные, реагировать нужно шустро. Картинка отличная, плавная, все отлично видно, весь интерфейс читаем. Хороший саундтрек и объемный звук добавляет погружение в игровой процесс. В эту гонку можно спокойно погрузиться на пару часов и не заметить, как пролетело время. Теперь мы отправимся на гоночную трассу на заезд серии GT в игру Forza Motorsport 7. Это последняя игра серии на Xbox One. Уклон в реализм, как в симуляции игрового процесса, так и в плане картинки и звука. Если заезд проходит в пасмурную погоду, то цвета будут приглушенные. Гамма состоит в основном из серых тонов. Идет гроза, ливень льет на трассу автомобили и стекло камеры. Небо разрывает вспышки молний, раскатываясь громом сквозь рев моторов. Проектор отлично справляется с этой картинкой, сохраняя детализацию в сложных условиях и передавая все эти оттенки и полутона. В дождь на трассе образуются лужи, которые лучше объезжать, чтобы избежать потери управления и аквапланирования. С видом из кабины в таких условиях управлять автомобилем довольно сложно, из-за сниженной видимости капель дождя на стекле. Под конец заезда дождь заканчивается и показывается закатное солнце, играющее отражением неба на лужах. А вот Gran Turismo Sport от Polyphony Digital. Если ранее Forza Motorsport была более яркой, а GT стремился к реализму в картинке, то в последних частях серии они поменялись местами. Теперь GT выглядит более ярко, чтобы продемонстрировать работу HDR на телевизорах Sony. В последнем поколении Microsoft оказались более плодовитыми, выпустив 3 части Forza Motorsport, в то время как Sony ограничилась выпуском одной GT Sport. Перейдем к просмотру фильмов. Проектор Changhong C300 работает у меня в связке с Blu-ray плеером Sony. Картинку и звук обрабатывает и выводит ресивер Pioneer. Звук воспроизводит двухполосная акустическая система 5.1.
Собрал достаточно интересную коллекцию фильмов на Blu-ray. В данных тестах все фильмы тоже воспроизводятся с Blu-ray дисков, чтобы показать вам максимально доступное качество. И снова начинаем с фильма Джеймса Кэмерона. На этот раз «Титаник» 1997 года. Фильм интересен как по картинке, так и по звуку. Сцена выхода в первый рейс показана масштабно, с большим количеством отплывающих пассажиров и провожающих людей на берегу. Отлично раскрыты механизмы, двигающие всю эту махину вперед. Начиная от подачи сигнала полный вперед на капитанском мостике, работы механиков и механизмов в ходовом отсеке, бросающих уголь в топку кочегаров и до работающих поршней и набирающих обороты больших винтов. Все сцены разные по настроению и цветовой температуре, при этом искусно объединены общей задачей – показать, как работает Титаник. Сцены на палубе всегда яркие, с налетом романтики, большим количеством открытой воды и красивого неба, будь то солнечный день, закат вечером или ночные огни лайнера над водой. По звуку тоже проведена очень большая работа. Сцена с танцами на нижней палубе звучит так, как будто танцующие выступают прямо в кинозале у зрителя. Отчетливо слышен каждый инструмент, звук или отбиваемый обувью о пол каюты ритм. Когда пароход набирает обороты и рассекает волны, звук тоже дает понять зрителю всю мощь этой махины. В сцене, где в начале фильма на русское исследовательское судно прилетает вертолет, звучит он действительно как вертолет, приближаясь низким рокотом к зрителям. Звук тоже играет немаловажную роль в процессе погружения зрителя в просмотр картины, и Кэмерон об этом знает. А вот сцена из первого фильма о Джеймсе Бонде в исполнении Дэниела Крейга. «Казино Рояль» 2006 года за авторством режиссера Мартина Кэмпбелла. Это один из первых фильмов на Blu-ray дисках. Мне посчастливилось его приобрести совсем недавно. Компания Sony продвигала новый формат именно этой киноленты. Начало фильма демонстрирует, как проектор C300 справляется с передачей оттенков серого на черно-белом изображении. В спокойных сценах он довольно хорошо справляется с этой задачей, а в сложных, с рваным и быстрым движением, могут возникнуть кратковременные цветные шлейфы, заметные на камеру. Но не каждый зритель их заметит. Если смотреть список Шиндлера, то никаких проблем не возникнет и картинка всегда будет оставаться черно-белой, без цветных артефактов или шлейфов. Теперь перейдем к цветным сценам. Картинка в фильме «Казино Рояль» мягкая, благодаря спокойному освещению и одновременно достаточно детализирована. Проектор Chanhong C300 хорошо справляется с демонстрацией этой сцены, несмотря на достаточно большое количество пленочного зерна. Детали переданы отлично, в том числе и в тенях. Посмотрите на черный смокинг игроков в покер. Детали на них не сливаются и не уходят в черный. Все складки и детали одежды хорошо отображаются. Детализация лист на крупных планах на высоком уровне. Сама картина снята отлично. Экшн-сцены представлены как в ночное, так и дневное время. Начало фильма выполнено и вовсе в нуар-тонах и стилизовано под черно-белое кино. Звуки здесь на высоте. Сцена погони в аэропорту или в начале фильма полностью погружает зрителя в происходящее. Звуковая панорама в фильме шикарна. Следующий фильм «Я легенда». Картину снял режиссер Фрэнсис Лоуренс в 2007 году. Главную роль здесь играет Уилл Смит. В самом начале фильма мы видим панораму опустевшего города, где природа и запустение вступили в свои права. Картинка по замыслу режиссера специально имеет такую теплую гамму с приглушенными цветами, символизирующую победу природы над городами людей. Вокруг буйство растительности, дикие олени скачут прямо по городским улицам. Сам город ведет повествование, рассказывая, как ушел привычный жизненный уклад, когда люди исчезли с его улиц. Вокруг брошенные по обочинам автомобили, улицы перекрыты баррикадами и военной техникой. И только пес главного героя наслаждается встречным ветром, выглядывая из окна автомобиля Ford GT. Фильм достаточно сильный, местами камерный. Повествование ведется двумя параллельными линиями. И снова экранизация серии видеоигр Silent Hill. Картина вышла в 2006 году, режиссером выступил Кристофер Ганс. Этот фильм входит в тройку наиболее удачных экранизаций видеоигр. По сюжету, Роуз везет приемную дочь в городок Silent Hill, в надежде на то, что ночные кошмары ребенка прекратятся. Но она сама попадает в кошмар наяву. Теперь Роуз вынуждена выживать в этом странном и опасном мире, и ей нужно найти Шерил, попутно разгадав загадку этого места.
Фильм снят как бы в двух измерениях. В одном Роуз исследует призрачный город, улиц которого больше не касается солнечный свет. Постоянный туман окутал Сайленд-Хилл. С неба падает пепел, а вой сирены возвещает о том, что эта реальность проваливается еще дальше в бездну кошмара. Фильм получился очень атмосферным, во многом благодаря грамотной работе с картинкой и шикарным звуком. Музыка напрямую перенесена из видеоигры, что делает узнавание более полным. Серый туман сменяется ночной мглой, коррозией, увяданием и вечным дождем, когда мир вокруг героини проваливается в альтернативную реальность, и из закоулков страха выходят самые опасные кошмары. Параллельно муж Роуз безуспешно пытается разыскать супругу, исследуя город в нашей реальности. Погода и освещение совершенно разные. В нашем мире может идти проливной дождь или светить солнце, а в мире Silent Hill будет царить туман или непроглядная тьма. Проектор Чанхоуса 300 отлично справляется со всеми сценами, показывая все детали даже в особо темных местах. Отлично выполнены моменты трансформации мира, когда окружающая декорация преображается и увядает, покрывается ржавчиной, плитка и краска отваливаются и опадают со стен. Обычные материалы превращаются в ржавую сталь. Все это шикарно выполнено как визуально, так и сопровождается объемной звуковой панорамой. Зритель находится прямо посредине сцены, а вокруг него происходит трансформация одной реальности в другую. И лишь фонарик Роуз выхватывает небольшие фрагменты впереди себя. Всю остальную информацию зритель слышит через акустическую систему объемного звучания. И этот ход действительно способен по-настоящему напугать. Робокоп Пола Верховена – это классика фантастических боевиков. Снятый в 1987 году, он до сих пор смотрится бодрячком. Картинка фильма идет в соотношении 2:16:9 и выводится на весь экран. Несмотря на некоторую зернистость картинки, проектор C300 отлично справляется со своей задачей. Картинка четкая, цвета и оттенки переданы правильно. Взрывы яркие и освещают зал так, что на мгновение становится очень светло. При этом яркость проектора не слепит зрителя и не утомляет глаза. На мой взгляд, это хороший баланс соотношения диагонали экрана к расстоянию и яркости проектора. Еще один пример работы системы повышения плавности и четкости изображения. На этот раз концерт группы Queen в Будапеште. Концерт снят на кинопленку на 24 кадров в секунду. Присутствует довольно заметное пленочное зерно. Проектор Чанхоуса 300 справляется с этой задачей на отлично. Картинка плавная, яркая, контрастная и насыщенная. Объемный 7-канальный звук HD-кодек и создает шикарную атмосферу присутствия на стадионе среди зрителей. Очень рекомендую приобрести ресиверы и комплект акустики с сабом, чтобы насладиться такими концертами в полной мере. Собрать такой домашний кинотеатр можно достаточно недорого. В будущих роликах обязательно расскажу и покажу на своем примере, как устроен мой ДК. Переходим к мультфильму. Классическая рисованная анимация Disney, плюс включен режим увеличения плавности и четкости картинки. Для фильмов эта функция не всем придется по душе, а вот мультфильмы с функцией MMC смотрятся очень живо и натурально. В Короле Льве видны все мельчайшие детали картинки и небольшие мазки и штрихи художников. Цвета великолепны, они яркие и насыщенные. Отличный объемный звук погружает в атмосферу праздника и веселья, а классические диснеевские песни из этого мультфильма просто завораживают и обволакивают зрителя. В сравнении с тем, что мы видели на небольших телевизорах на ВХС с одноголосым синхронным переводом, здесь перед зрителем происходит настоящее волшебство. И для этого даже не нужно идти в кинотеатр. Все это доступно и можно организовать прямо у вас дома. Теперь посмотрим на Цигай, анимационный фильм «Зверополис» 2016 года. Здесь снова применил систему интерполяции кадров, чтобы продемонстрировать вам, как оживают мультфильмы благодаря этой технологии. Картинка отличная, цвета насыщенные и яркие, высокая детализация сохраняется в движении. Мой сын очень любит смотреть этот фрагмент в нашем домашнем кинотеатре, когда песня Шакиры дополняется эффектами пространственного звучания во время движения поезда. Такие мультфильмы нравятся не только детям, но и взрослым и отлично подходят для семейного просмотра.
Подведем итоги. Проектор Changhong C300 стал для меня основой для создания домашнего кинотеатра. Выбор был осознанный и раздумий по аппаратам было много. Выделю плюсы проектора. Высокое качество сборки и удобный пульт управления с функцией аэромыши. А отличная цветопередача прямо из коробки и хорошая картинка на 100 дюймов, как раз под мои условия просмотра. Минимальный шум проектора, можно сказать, что он почти бесшумный. Универсальность задач благодаря мощному железу и шустрая работа операционной системы. Приложение ставится и запускается мгновенно. Встроенная динамика позволяет с комфортом смотреть любой контент, а функция Dolby Audio и расширение баса создают интересную звуковую картину. В игровом режиме минимальная задержка 25-27 миллисекунд. И конечно 2 года официальной гарантии от Changhong. Проектор будет обслуживаться в авторизированных сервисных центрах. Минусы проектора. Проектор можно использовать только в стандартных квартирах с расстояниями до экрана в 3 метра и диагонали до 120 дюймов. Далее яркости уже не хватит. У LED DLP проекторов не очень высокий контраст и уровень черного в картинке. Отсюда черный здесь несколько серый и имеется рамка 4 см по периметру экрана из незадействованного массива зеркал. Проектор не показывает 3D через HDMI. Первый минус можно отнести скорее к особенностям этой модели проектора, а второй относится ко всем LED DLP аппаратам. Третий минус возможно исправить через новое ПО для проектора, но это под большим вопросом. Пока что 3D работает только через встроенный плеер проектора. При своей немалой стоимости в $650 проектор Changhong C300 показывает отличный результат и универсальность для любой обычной квартиры в условиях любого помещения без специальной подготовки. Основное отличие проекторов такого класса от более простых и менее дорогих аппаратов – это универсальность и удобство использования. Компактные габариты и небольшой вес позволяют легко переносить проектор в любое место квартиры, взять с собой к друзьям или на дачу, или установить как стационарный аппарат в гостиной для создания домашнего кинотеатра, как это и произошло в моем случае. Ссылка на проверенный магазин, где покупал проектор, находится прямо под видео. Там же можно посмотреть и другие полезные аксессуары для обустройства вашего домашнего кинотеатра. К сожалению, я не успел охватить все аспекты в одном обзоре. За кадром остался материал о просмотре 3D фильмов на этом проекторе и сам процесс выбора, установки и настройки оборудования для домашнего кинотеатра. Все это смотрите в новых видео. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, оставляйте пожелания и вопросы в комментариях. Ваша поддержка очень важна для развития канала. Далее вас ждут новые обзоры. Спасибо, что остаетесь на канале.